صباح الخير، صباح النصر، صباح التفاؤل. الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله محيي الجيش السوري انزل واحمي الوطنية. Утром мы прибыли в Джобр документировать войсковую операцию по зачистке торгового центра, примыкающего к школе. Утренняя грязь налипает на обувь. Все хотят спать. Но впереди работа по зачистке кварталов города от группировок боевиков, окопавшихся здесь и превративших эти мирные кварталы сирийской столицы в единую сеть укреплений. Сирийская армия столкнулась здесь с многочисленным и хорошо обученным противником, подготовившим позиции в жилых домах, административных зданиях и учебных заведениях. Офицер поясняет боевую задачу расчету зенитного орудия «Шилки». Вот смотри, там видишь пятиэтажки за частным сектором? Там боевики есть. Будешь бить по окнам. Каждые от 5 до 20 секунд выстрел. Подождал, другое окно. Деваться им некуда. Они будут стараться стрелять. Поэтому по очереди пробивай окна. Выстрел, 10 секунд, выстрел. Запомнил? Выстрел, потом они отсидятся и полезут. Еще выстрел. И так все окна обрабатывай. Понятно? Они будут перемещаться внутри здания, вдоль окон. Все, отлично. Снайперы сирийской армии выслеживают боевиков в торговом центре справа от нас. Сейчас все готовятся к началу работы. Артиллеристы и мотострелки занимают позиции, а снайперы и наблюдатели выискивают скрытые позиции боевиков. Пока не началась операция, мы греемся у бочки. И я посильно пытаюсь учить слова на арабском языке. Короткое затишье перед боем для шуток над моим нелепым арабским языком. Сегодня словарный запас пополнился словами «холодно», «жарко». Снайперы продолжают изучать линию соприкосновения, выслеживая боевиков и коммуникации противника. Два танка выдвигаются на выполнение боевого задания. Находиться у этого окна также небезопасно. Боевики из Аль-Кабуна слева пытаются иногда достать нас снайперским огнем, нарушая условия перемирия с их руководством. Танкисты, вы знаете, что делать. Будьте внимательны. Начинайте. С Богом. Молодцы. Сегодня БМП-2 начнет работать из недостроенного здания. Эта позиция неплохо скроет боевую машину и укроет от поражения противотанковыми орудиями. С первого этажа офисного здания сегодня будет работать «Шилка». Экипаж получил задание обрабатывать дома в Джоборе за частным сектором, разбивая огневые точки, которые простреливают подходы к бизнес-центру. Высотные дома в 5 этажей контролируются боевиками, и оттуда удобно обстреливать наступающие силы армии. Также на исходную позицию выдвинулась акация.
Задача самоходки — разбивать опорные колонны бизнес-центра, чтобы лишить боевиков сектора обстрела. Танкисты решили сегодня творчески выполнить боевое задание. Предполагалось вести огонь из-под прикрытия корпуса школы. Перед экипажем стоит нелегкая задача — протиснуть 47-тонную боевую машину в узкое помещение учебного заведения. Акация тем временем начала работать по зданию бизнес-центра. Но теория, столкнувшись с практикой, потерпела поражение. По размерам танк может пройти здесь, а в реальности оказывается невозможным вести бой отсюда. Экипаж получает указание действовать по запасному варианту. С дистанции по позициям боевиков также будет работать и танк Т-55. Этот ветеран бронетанковых войск вполне годится для работы с дистанции. 100-мм нарезное орудие этого танка позволяет снайперским огнем подавлять огневые позиции террористов. Сброшен экран, и Шилка готова к работе. Танки начинают работать по запасному варианту. Вести огонь из корпуса школы не получится, и поэтому они пойдут в атаку через улицу. Под прикрытием БМП танкисты направляются на выполнение боевого задания. Последняя проверка связи с экипажами, и офицер дает команду на выдвижение. С Богом, танкисты! Вперед! Боевики могут ожидать подхода техники, и сейчас начинает работать Шилка. Танкисты движутся на поле боя. Артиллерия обрабатывает позиции боевиков в бизнес-центре слева и прямо по курсу движения танка. Оттуда может быть удар по танку. Артиллеристы упреждают подобное развитие событий. Все силы сконцентрированы на прикрытии танкистов. Важно не дать подбить бронетехнику. Все силы приданы танкистам сейчас, чтобы прикрыть бронетехнику от поражения. Танкисты же, врываясь на оперативный простор, стреляют из пулеметов, а затем и основным орудием. Шилка подавляет позиции согласно плану в домах за частным сектором. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.